Здравствуйте всем! Ну что ж, очередная экскурсия по любимому городу Гродно. В ней я покажу, что интересного можно посмотреть, если свернуть чуть в сторону, от центра. На что обратить внимание, вполне возможно вы сами просто этого не замечали. Как отличить старинную дверь от новой, что изменилось на улице Свердлова, Жандармском флигеле. Покажу, наконец-то, кота у Каси-Баси, расскажу, как попасть на экскурсию в деревянный лямус на территории монастыря Бригиток, построенного без единого гвоздя в XVIII веке, а также много удивительного и интересного на улице Свердлова. Итак, начинаем. Если помните мое предыдущее видео с экскурсией «Что посмотреть в Гродно туристу за один день», то в ней мы, осмотрев дворик семинарии у Бернардинского костела, спустились вниз на улицу Мостовую и пошли в сторону площади Советской. А теперь предлагаю свернуть к улице Свердлова и посмотреть, что туриста ждет на ней. Также мы немного пройдем по улице Социалистической. Здесь много домов послевоенной постройки, и, как видите, архитекторы того времени придавали большое значение деталям. Такие постройки можно разглядывать бесконечно. Сейчас в этих домах находится общежитие университета Янки Купалы. А вообще улица Социалистическая в современном виде окончательно сформировалась в послевоенный период. Но отдельные ее отрезки имеют давнюю историю. В январе 1940 года улица на всем своем протяжении получила наименование «Социалистическая». А ведь в 1993-м топонимическая комиссия горисполкома рекомендовала вернуть историческое название улицы и назвать ее улицей Витовта. Но по ряду причин не сложилось. Но в основном здесь жилые дома, в которых живут обычные гродницы. Предлагаю свернуть напротив остановки общественного транспорта и пройти во дворик дома номер 62. Он 1890 года постройки, как свидетельствует табличка. И дело в том, что у многих домов на улице Социалистической в процессе реставрации обновлены лишь фасады, а внутренние дворики остались в нетронутом первозданном виде. И это как раз тот случай. Поэтому смело сворачивайте в арки домов и рассматривайте дворики зданий. Это многоквартирный жилой дом и чем-то, наверное, напоминает одесский дворик, вам не кажется? Я уже как-то снимала здесь зимой, но летом виноград здесь придает зданию весьма живописный вид. И обращайте внимание на детали. Кованое ограждение крыш, старый ржавый фонарь на стене. Именно это все и придает дворику неповторимое очарование. Я хочу отсюда провести вас к водонапорным башням Каси и Бася, а также к деревянному лямусу XVIII века постройки. Но сделать это не банально переносом видеокадра, а показать интересные места по дороге с подробной экскурсией, которую вы можете повторить самостоятельно. Уверена, что даже коренные гродненцы, если не живут в центре, то редко сюда заглядывают для прогулок, а дома здесь действительно уникальные. И улица Свердлова построена на таком каскадном рельефе местности, если можно так выразиться, то из разных точек, в зависимости от высоты, дома смотрятся по-разному. Вот, например, этот дом по адресу Свердлова 22А с великолепной дверью. Но я все же думаю, что это не реставрированная дверь, а все же новодел. А вы знаете, как отличить старую дверь от новой? Петли. Надо обращать внимание на петли. Мастера в начале и в конце 19-го, начале 20 веков делали свои двери, что называется, на века, чтобы хозяину не пришлось менять дверь через некоторое время, потому что петли тогда были железными, не было никакой нержавейки, пластика, и поэтому петли прятали, и они не должны были выходить наружу, чтобы не ржавели. Вот так можно легко отличить старинные двери. А сам дом еще, между прочим, 1899 года постройки. Еще в торце дома есть следы от пуль. В годы войны здесь немцы расстреляли хозяина дома. И, по словам нынешних хозяев, при реставрации кое-где есть застрявшие гильзы. Вот такая печальная история. Улица Свердлова имеет холмистый рельеф, и иногда можно оказаться на самом верху обзорной точки и увидеть ее красоту, как на ладони. А дальше предлагаю пройтись двориками к водонапорным башням. Показывать маршрут буду подробно, чтобы вы могли повторить его самостоятельно. Отсюда, если повернуть направо, можно немного свернуть к улице Парижской коммуны. И несмотря на то, что дома на ней примерно постройки 1960-х годов, здесь тоже есть свои достопримечательности, которые многим неизвестны.
Помимо старых домов усадебного типа 1920-х годов постройки, здесь в глубине возвышается девятиэтажный дом, и рядом с которым есть лестница, по которой можно спуститься на улицу Подгорную и пройти прямо на набережную. Вот этот дом виден немного слева. В нем в разные годы проживали и Василий Быков, и олимпийская чемпионка Ольга Корбут. А мы пройдем вдоль дома, в котором жил ученый, биохимик, врач, академик Юрий Михайлович Островский. И если пройти вдоль этого дома, то мы попадаем на улицу Свердлова, на которой очень много домов постройки начала XX века. Отдельно стоящие здания усадебного типа с весьма оригинальной архитектурой. В этих домах живут обычные люди, дома на 2-3 семьи с отдельными входами, построенные в 1920-е годы. Отдельно здесь представляет интерес дом с колоннами, построен в 1920-м на 2 семьи. Сейчас за растительностью красоту дома не видно, но у меня есть видео, которое я снимала весной. А вот посмотрите, какие колонны и монограмма на 2-м этаже на балконе. Дом очень красивый, конечно, старинный и производит большое впечатление. Очень жаль, что, конечно, сейчас это все за зеленью скрыто, но скоро осень, опадут листья, так что самое время погулять. Дом великолепный, просто сказочный. В 1986 году здесь жил в ту пору в звании генерал-лейтенанта Борис Громов. Именно он руководил выводом советских войск из Афганистана. Он разработал план операции по отходу войск через перевал Саланг, завершившийся без потерь, и покинул Афганистан при выводе войск на последнем БТРе. Вот такой дом с историей. И красивая монограмма на 2-м этаже, но, к сожалению, неизвестно ни что она означает, ни кто ее сделал. А мы пойдем дальше и уже почти подошли к водонапорным башням, до них буквально 100 метров. Но по пути у нас еще один очень интересный и необычный дом по адресу Свердлова 4. Очень люблю этот дом. Именно около него у подъезда есть ступеньки с надписью «Сальви», что по-латински значит «Здравствуй». Так дом приветствует каждого входящего. Дом многоквартирный, построен по некоторым сведениям в 1902 году, а некоторые источники указывают на 1914. Это так называемый жандармский флигель. Таких зданий здесь должно было быть построено 4, но успели построить только одно. Каменный флигель жандармского управления с 2 квартирами для офицеров, они располагались именно в этом подъезде, с 10 квартирами для унтер-офицеров, вход с них в обратной стороны дома. После войны здесь квартиры получали в основном семьи военных, и сейчас дом в процессе реставрации, который идет почти 2 года. И помните, я снимала видео об этом доме, и мы были в гостях у его жителей. На 2-м этаже в 1-м подъезде и здесь, в 1-й квартире, в этом подъезде именно. И здесь живет племянница Ивана Едешко, того самого, который вошел в историю отечественного и мирового баскетбола, сделав золотой пас Александру Белову за 3 секунды до окончания финального матча со сборной США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Ну, если историю эту не знаете, то посмотрите российский фильм «Движение вверх». Но немногие знают, что племянница Элла не только талантливая художница, но и детская писательница. У нее совсем недавно вышла замечательная детская книга «Давай начнем, а там придумаем». Очень добрая, с трогательными и веселыми историями. Так что у кого есть дети, попробуйте взять в библиотеке, вам понравится. К тому же наша Гродненко, почему не поддержать? А вот и водонапорные башни. Первой в 1890 году построена башня, которая сегодня розового цвета. Ее еще называют западная. А вторая, восточная, желтая, много позже, предположительно в 1915. Обе 22-метровые башни построены в стиле эклектики, и городская молва нарекла их Касси и Баси. Сегодня здесь размещаются мастерские художников Союза художников Беларуси, которые арендуют здесь помещение. А на верхнем ярусе, вот здесь под самой крышей, и по сей день сохранились кованые резервуары для воды. Ведь башни использовались по прямому назначению до 1956 года. Рядом с одной из башен скульптура кота-ученого на цепи. Правда, ходит он не вокруг дуба, как у Пушкина, а всего лишь вокруг башен, и сторожит скворечник. Ее автор, известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев, он рассказал, что однажды наблюдал, как его кот сторожит недоступный его скворечник. И так родился творческий замысел, появилась скульптура, которая уже сама стала туристической достопримечательностью.
Башни построены над обрывом железнодорожного полотна в самой высокой точке города, на холме, на правом берегу реки Неман. И отсюда открывается великолепный панорамный вид на город. Одна из точек, где можно сделать великолепные снимки города. Теоретически в башни можно зайти, но смотреть там нечего, только винтовые лестницы, уходящие вверх, и мастерские художников, разумеется. И, как всем творческим людям, излишнее внимание им немного мешает. А мы направимся дальше по улице Свердлова немного вниз, и я покажу, как пройти к деревянному лямусу. Но по дороге хочу обратить ваше внимание на еще одно здание по пути. Сейчас здесь располагается один из корпусов медуниверситета. Само здание построено в 1908 году как новое здание для еврейской больницы, которая находилась рядом, на Буденного. И затем здесь располагался приют для престарелых, и сразу после войны открыли медицинское училище. Здание частично сохранило богатый декор фасада и также кованое крыльцо, причем все кованые элементы подлинные, начала века. Литье сплошное от столбов к витиеватому козырьку и смотрится очень необычно. Не припомню в нашем городе второго такого же. Есть нечто похожее на улице Социалистическая, 37, но там крыльцо резное, деревянное, а чтобы сплошная ковка и в таком хорошем состоянии, наверное, единственное. А сейчас предлагаю свернуть у дома номер 11 и пройтись немного вглубь двора. Улица Свердлова хранит немало интересных зданий, достаточно только неспешно прогуливаясь, обращать внимание на детали. И вот посмотрите слева, когда заходишь во двор, уже виднеется деревянный лямус 18 века постройки. Лямус был построен без единого гвоздя и уже скоро 300 лет как стоит на этом месте. Войти может абсолютно любой желающий. Нам надо пересечь стоянку и пройти вот мимо зданиями, мимо трансформаторной вот этой вот дома или будки, как она называется, правильно, не знаю. И выходим вот таким воротом. Здесь домик смотрителя, сторожа, и есть такой небольшой звоночек. Достаточно в него позвонить, и вам откроют. И войти, как я уже сказала, может абсолютно любой желающий. Лямус открыт для посещения всегда. Почему не открыть сразу всем, без всяких охранников и звоночков? Ну, во-первых, на территории есть ценные музейные экспонаты, которые представлены в лямусе. Есть лавка, где можно купить сувениры. Так что сложности в том, чтобы позвонить просто и пройти, я считаю, нет. Сейчас второй этаж лямуса закрыт, там готовится новая экспозиция, а на первом уже сделали мини-музей, оценить который может любой желающий. Деревянный лямус действительно был построен без единого гвоздя. Пережил 2 мировые войны, не сгорел, не был взорван, и это уникальное здание на территории Бригитского монастыря. Его может посмотреть любой турист и житель города, причем абсолютно бесплатно. Здесь много уникальных на первом этаже экспонатов различных, бытовой тематики, что использовали в быту. А вот это похоже, как, слушайте, современный сластер, только у нас современный электрический, а тогда был, видите, ручной. Интересно. Если вы желаете, вы, конечно, можете оставить пожертвование на восстановление и ремонт лямуса и Бригитского монастыря, но особо подчеркиваю, что это лишь ваше желание. И само здание лямуса, вероятно, было построено между 1753 и 1780 годами. На планах города здание в этом месте впервые появляется в 1780 году, а на более раннем плане 1753 года его нет, поэтому вот такая разбежка. И согласно информации, размещенном на здании Гродненской епархии, лямус был построен в 1769 архитектором Иоанном Мёзером, известным своим сотрудничеством с Антонием Тизенгаузом. Есть мнение, что деревянный двухэтажный лямус сначала был построен как жилой дом для монахинь, а позже использовался уже как складское помещение. Монастырь принадлежал ордену до 1950 года, а в 1965-м Гродненский областной психоневрологический диспансер переехал в национализированный комплекс монастыря, который некоторое время после Великой Отечественной войны занимала областная больница. Административно-хозяйственная служба психиатрической больницы стала располагаться в Лямусе вплоть до 2002 года. Уже в 2003 году монастырь, а вместе с ним и Лямус, вернулся в собственность католической церкви. И в то время, когда здесь была административно-хозяйственная служба психиатрической больницы, располагалась здесь были печи для отопления в зимний период. Они есть на фотографиях 1987 года. Вот посмотрите, видите?
Уже позже в процессе реставрации их убрали, крышу реставрировали, и вот сейчас мы видим здание вот в таком виде. Рядом есть лавка с сувенирами, которые можно приобрести здесь же. Охранник сказал, что можно рассчитаться как наличными, так и через интернет. Здесь вот на стене висит возможные варианты схемы оплаты, и тогда на выходе уже можно показать электронный чек охраннику. Но, по-моему, очень просто и удобно. Некоторые сувениры довольно милые, вот как эти ножки. Написано «Лямус» и «Гродно». Интересно. Так что обязательно идите, заходите, смотрите, потому что дерево, которому почти 300 лет, оно, конечно, даже по текстуре, дерево, оно такое мягкое, такое очень приятное на ощупь и какое-то теплое, что ли. Очень необычное, конечно, впечатление от посещения, поэтому обязательно идите, обязательно смотрите. Сам Бригитский монастырь сейчас тоже активно реставрируется, и можно зайти, посмотреть и в монастыре, и в костеле. А вот здесь, как я уже сказала, что на выходе можно по желанию оставить пожертвование. И если сейчас мы выйдем в сторону улицы Карла Маркса и повернем налево вдоль стены монастыря, вот там впереди располагается фарный костел на улице, на площади Советской, поэтому это все в центре. Не бойтесь потеряться, не бойтесь ходить вокруг. Ну, это я рассказываю туристам, потому что у нас, в принципе, все рядышком. В самом костеле есть уникальные мощи святого Клементия, это римский солдат, погибший в IV веке за веру, и копия Туринской плащаницы. Костел Благовещения Пресвятой Девы Марии и монастырь Бригиток был построен в 1634-1642 годах. А на самом здании есть уникальный орнамент, выполненный в технике с графита. И если присмотреться, то можно увидеть, что это не растительный орнамент, а вполне конкретный мифологический рисунок. И на нем изображены головы крылатых ангелов и драконы, похожие на огромных рыб. Дракон хочет съесть ангела, и внизу дракон огнедышащий. Зайти в костел и посмотреть может любой желающий, но желательно делать это, конечно, не во время службы. Вот такое видео очередной экскурсии. Свидание с городом у нас получилось. Обращайте внимание на дома. На многих из них есть интересные детали и года постройки. Повторяйте экскурсии самостоятельно, узнавайте новое, любите место, в котором живете, пишите комментарии. Может, кто-то уже побывал в Лямусе или гулял по улице Свердлова и заходил во все необычные дворики. Пишите свои наблюдения и дополнения. Всем будет интересно почитать. Если видео понравилось, прямо сейчас поставьте лайк. Это ваше маленькое спасибо мне. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.